GS-3073 – это крошечная, но по-настоящему удивительная галактика из очень далекого прошлого Вселенной. Мы видим ее такой, какой она была тогда, когда космосу было всего около 1 миллиарда лет, то есть меньше 10% от его нынешнего возраста. Свет от нее летел к нам почти все время существования Вселенной, прежде чем попасть в современные телескопы. На первый взгляд GS-3073 кажется обычным тусклым пятнышком, но внутри нее происходят процессы, которые редко удается увидеть даже в самых мощных космических обзорах. Эта галактика очень маленькая по размерам, вся ее активная часть помещается в область в сотни раз меньше, чем диаметр Млечного Пути. Если бы мы уменьшили Млечный Путь до размера футбольного поля, GS-3073 была бы всего лишь монетой в центре. Несмотря на скромные размеры, в ней уже живут сотни миллионов звезд. Напомню, что в Млечном Пути содержится около 300 миллиардов. Это означает, что галактика росла невероятно быстро, превращая облака газа в звезды с огромной скоростью. При этом значительная часть вещества все еще находится в виде горячего газа и пыли, строительного материала для новых звезд. И все это происходит в очень тесном пространстве. Энергия, звезды, газ и черная дыра сосредоточены практически локально, в центре. Внешние области галактики выглядят спокойнее и беднее элементами, что создает ощущение, будто мы наблюдаем рождение будущего галактического ядра в реальном времени. Как мы увидели, среди привычных галактик, где звезды рождаются, стареют и умирают по узнаваемому сценарию, вдруг возникает объект, который выглядит совсем иначе. Именно таким неожиданным гостем стала галактика с обозначением GS-3073. Крошечный, едва различимый на фоне глубокого космического прошлого. И тут возникает вопрос, а действительно ли мы знаем, как выглядели самые первые звезды Вселенной? Или у раннего космоса были способы создавать объекты столь невероятные, что мы еще не готовы в них поверить? Чтобы понять, что же произошло в GS-3073, нужно сначала вспомнить, как вообще формируются звезды. В обычной галактике все начинается с крупных облаков холодного водорода и гелия. Эти облака могут быть размером в десятки световых лет, и внутри них постоянно происходит движение. Газ то сжимается под действием гравитации, то раздувается под давлением тепла и радиации. Когда плотность становится достаточной, возникают комки или протозвезды. Они начинают нагреваться, уплотняться, и рано или поздно давление в их ядре становится настолько высоким, что запускается термоядерный реактор. Водород превращается в гелий, высвобождая энергию, и перед нами появляется молодая, новоиспеченная звезда. Конечно, такие звезды могут быть разными. Большинство относительно скромные, вроде нашего Солнца. Некоторые рождаются массивнее, в 10, 20 и даже 100 раз тяжелее, видимо, после Макдональдса. Но даже самые большие из известных нам звезд редко превышают 300 солнечных масс. Это верхний предел, за которым стабильность звезды рушится. Давление света начинает разрывать ее оболочку, а гравитация уже не способна удерживать вещество. Но галактика GS-3073 намекает, что в ранней Вселенной могли существовать объекты куда более экстремальные. И дело не в их размере или яркости. Такие детали скрыты от наших глаз расстоянием и временем. Настоящая необычность проявляется в химическом составе газа внутри галактики. Наблюдения телескопа Джеймс Уэбб показали удивительно высокое содержание азота по сравнению с кислородом вне всяких известных моделей звездного процесса. Чтобы объяснить такие пропорции, исследователи перебрали множество вариантов. Может, там взрывались необычные сверхновые? Нет. Сверхновые производят слишком много кислорода и углерода, и их следы выглядят иначе. Может, в галактике происходило несколько последовательных вспышек звездообразования. Такая идея тоже не спасает. Даже несколько поколений звезд не способны создать столько азота в столь ограниченных условиях. Может, дело в быстро вращающихся звездах? Они действительно могут производить больше азота, но и этого недостаточно.
Даже с эффектом Долины, то есть поглощение одной звезды другой, здесь исключено. И что в итоге? Ни один известный нам тип звезды не подходит. Тогда возникает мысль, которая еще недавно казалась безумной. А что если в этой галактике когда-то светились звезды массой не 100, не 1000, а 10 тысяч солнечных масс? По сути, яркие шары горячего газа. Это целые мини-квазары, фактически сверхмассивные термоядерные реакторы, существующие всего несколько миллионов лет, но успевающие за это время изменить химический портрет молодой галактики. А ведь сверхмассивные первичные звезды теоретически возможны в эпоху первых сотен миллионов лет после Большого Взрыва и никак не похожи на современные. Они рождаются в условиях, где газ почти полностью лишен тяжелых элементов, поэтому облака не распадаются на множество маленьких комков, а могут схлопываться целиком, образуя один гигантский объект. Гравитация стягивает массу, давление растет, и вместо обычной звезды рождается монстр, масса которого может достигать 10 тысяч солнц. Эта звезда живет крайне недолго, но все время своей короткой жизни активно перерабатывает вещество в своем ядре. Внутри нее идут мощнейшие термоядерные циклы, и углерод, образующийся при горении гелия, поднимается в тонкую внешнюю оболочку, где мгновенно превращается в азот. Такой процесс длится миллионы лет. Достаточно, чтобы звезда выбросила в пространство огромное количество азота, но сравнительно мало кислорода и других тяжелых элементов. Именно такая химическая подпись и обнаружена в необычной галактике GS-3073. Но если такие сверхмассивные звезды когда-то существовали, то откуда они взялись? И почему их следы мы видим только в отдельных галактиках? Ответ кроется в условиях ранней Вселенной, который видит на данный момент лишь телескоп Джеймс Уэбб. Тогда в эпоху космического рассвета формировались первые структуры, и радиационный фон был совершенно иным. Излучение Лайман-Вернера подавляло образование молекулярного водорода, ключевого агента охлаждения. Газ оставался горячим, плотным и стабильным, как в суровой финской бане, пока не наступает момент, когда он наконец начинал коллапсировать всем объемом. Это приводило к образованию именно таких гигантских протозвезд. Они становились первыми источниками света, первыми фабриками элементов и, что важно, вероятно, первыми семенами будущих черных дыр сверхмассивного типа. Следы этой эпохи стерты почти полностью. Звезды давно исчезли. Черные дыры растворились в ярких ядрах галактик, и лишь порой химический состав газа в маленьких, далеких галактиках выдает присутствие некогда живших гигантов. GS-3073, судя по всему, как раз принадлежит к этой редкой категории. Эта галактика не особенная в смысле формы или размеров. Ее странность состоит в том, что она стала своеобразным архивом ранней Вселенной, своего рода старинным медальоном, сохранив в себе химическое письмо звезды, которая была настолько огромна, что едва ли может существовать в современную эпоху. Однако важно понимать, все это пока остается гипотезой. Мы не можем наблюдать такие звезды напрямую, они слишком далеки и слишком быстро исчезают. Наши инструменты видят лишь их посмертный след, шедший до нас миллионы лет. Необычные пропорции элементов в газе. Но именно эти пропорции лучше всего объясняются сценарием с участием сверхмассивных первичных звезд. Ни один другой вариант, будь то сверхновые, обычные массивные звезды или сложные каскады звездообразования, не дает такого химического результата. Поэтому исследователи осторожно, но все же с большим интересом склоняются к мысли, что GS-3073 хранит в себе доказательства существования звезд с массой до десятки тысяч солнц. Если это подтвердится, нам придется переписать немалую часть теории о том, как зарождались первые структуры в космосе. И тогда станет ясно, первые черные дыры могли появиться вовсе не в результате коллапса обычных звезд, а как прямые наследники этих сверхмассивных объектов. Это поможет объяснить, почему мы видим квазары с миллиардами солнечных масс всего через 700-800 миллионов лет после Большого Взрыва. Время, казалось бы, слишком короткое для роста обычных черных дыр. Если стартовая масса была огромной, рост уже не выглядит такой загадкой.
Галактика JS-3073 тем самым превращается из маленького светлого пятна на далеком снимке в ключ к пониманию самых глубоких вопросов космологии. Она будто стеклянная бусина, в которой застыла химическая память о самом начале звездной эпохи. Возможно, именно благодаря таким галактикам мы однажды сможем увидеть целостную картину рождения Вселенной. От первых гигантских звезд до появления структур, которые спустя миллиарды лет стали домом для нас. Пока же эта крошечная галактика остается загадочным посланием из глубины времени.